Вокруг Чечни снова обсуждается очередной резонансный случай, новый возможный случай так называемого убийства, чести, но важно сразу обозначить, давайте с этого и начнем, официально эта история пока не подтверждена. Власти молчат, что, честно говоря, иногда бывает красноречивее чего-то сказанного. Подробностей, тем не менее, нет. Мы не знаем всех фактов, и это нужно честно проговаривать. Но даже один такой сигнал напоминает, речь не об отдельном инциденте, а о давно существующей системе, в которой жизнь женщины часто зависит не от закона, а от воли семьи и силовиков. По сообщениям независимых медиа, в чеченском селе Курчалой могли убить 25-летнюю Зухру Музаеву, мать 3 детей, предположительно по мотивам чести семьи. Журналистам об этом рассказали жители села. Но официальные структуры не дают прозрачных комментариев. А значит, мы имеем дело не с установленным фактом, а с версией, о которой говорят источники и правозащитники. Важно подчеркнуть, даже если именно этот эпизод еще предстоит доказать, десятки уже расследованных дел и открытых судебных приговоров показывают, что подобные преступления в Чечне и на Северном Кавказе – полноценная реальность, а не миф. Это не экзотика и не редкое исключение, а устойчивая практика, встроенная в консервативную среду, где честь семьи часто ставят выше человеческой жизни. По закону в Чечне действует тот же Уголовный кодекс России. Убийство, похищение, пытки, избиение – это тяжкие преступления, независимо от мотивов. Но на практике возникает параллельная реальность, где официально право отодвигают в сторону обычаи, семейные советы и негласные правила, а любые аморальные какие-то поведения женщины могут стать поводом для расправы. Правозащитники отмечают, что в глазах части общества такое преступление в отношении родственницы ради смывания позора воспринимается не как преступление, а как вынужденная мера. В судах мотив чести нередко вообще не признается отягчающим обстоятельством. Более того, наоборот, используется как аргумент для снижения наказания, что фактически легализует насилие под видом защиты традиций. Для внешнего наблюдателя эта логика почти что непонятна. Кажется, что традиции прямо требуют крови. Но исследователи и юристы подчеркивают, что ни религия, ни классические аддаты в чистом виде не предписывают лишать жизни женщин. То, что мы видим сегодня, это скорее смесь патриархального контроля, политического режима и давления силовиков, под которое подводят удобные ссылки на обычаи и веру. То есть такая своя вольная трактовка. В теории есть полиция. Есть следствие, есть суд. На практике в регионе действует система параллельного правосудия. Решения принимают семья, старейшины, религиозные лидеры, силовики, а государство либо оформляет это задним числом, либо вообще не вмешивается. Схема часто выглядит так. Женщина нарушает неписанные правила, не носит платок, общается с мужчинами, подает на развод, уезжает из дома, пытается забрать детей. Семья собирает совет, обсуждает, как смыть пятно. И в крайних случаях один из родственников берет на себя роль смывателя, так это назовем. Если тело не оказывается на виду, механизм закона почти не включается. Женщину могут объявить пропавшей, уехавшей, совершившей самоубийство, тело могут спрятать, похоронить тайно или уничтожить. Правоохранительная система в таких случаях редко проявляет инициативу. По словам правозащитников, если дела нет, никто не напрягается искать. То есть, если не завели дело, то и тело вообще не нужно. Такая поговорка, что называется, да, грустно нет тела, нет дела, но только наоборот. И это очень точная характеристика на данный момент происходящего. Но стоит телу оказаться у всех на виду, ситуация в принципе меняется. Появляется общественный резонанс, прессинг федеральных медиа, и система вынуждена реагировать. Это показывает, что право в регионе работает не по принципу преступления-расследования, а по принципу скандал, ну ладно, так и быть, реакция. Давайте пройдемся, вспомним одно из дел, собственно говоря, даже не одно, для того, чтобы было понятно, что это не пустые слова, а на чем это основано. Дело Зулейхи, берем имя условное, убили ее, потому что она сбежала. Как это все происходило? В материалах правозащитных расследований рассказывается о женщинах, которые пытались уйти из семьи, но их возвращали силой, а потом происходило то, что происходило. В одном из таких случаев молодая чеченская женщина сбежала от домашнего насилия в другой регион России. Обратилась к активистам, но семья через связи нашла ее, уговорила вернуться, обещала простить. Спустя время она была убита родственниками по мотиву чести, а дело оформлено как внутренний семейный конфликт. Правозащитники подчеркнули, что без давления извне никто бы не стал искать убийц, потому что для местной среды сама попытка побега уже воспринималась как преступление женщины против семьи. Теперь дело Заремы Даурбековой. Отец лишил жизни дочь, и его почти оправдали.
Один из самых доказательных кейсов – история Заремы Дуарбековой, 38 лет, из Грозного. Отец задушил ее, бросил тело в яму и засыпал мусором. А спустя некоторое время сам пришел с повинной и показал следствию место. Суд признал его виновным в умышленном преступлении, но при этом учел мотив чести как смягчающее обстоятельство. Зареме приписали аморальный образ жизни, не соответствующий обычаям чеченского народа. В итоге мужчина получил 7 лет строгого режима, срок, который правозащитники назвали вопиюще мягким для такого преступления, тем более в отношении собственной дочери. Именно этот пример показывает, как работает система. Не только семья, но и суд фактически разделяют логику, что иначе он поступить не мог. А так мотив чести перестает быть ужасающим оправданием и превращается в юридический аргумент. Давайте пройдемся по статистике данных преступлений на Северном Кавказе. По данным правозащитных исследований, только с 2012 года по 2017 год было выявлено 33 случая подобных преступлений по мотивам чести в Дагестане, Чечне и Ингушетии. В этих эпизодах погибло 39 человек, из них 36 женщин, а мотив почти всегда формулировался как аморальное поведение, позор семье, нарушение традиций. Авторы этих исследований отдельно подчеркивают, это только зарегистрированные и дошедшие до официальной статистики истории. Реальное число случаев, вероятно, значительно выше, потому что многие подобные преступления маскируют под несчастные случаи или самоубийство, а иногда о них просто никто не заявляет, или уехала куда-то. Голоса правозащитников, кто, собственно говоря, пытается этим заниматься, кто пытается спасать этих несчастных женщин. Группы, которые помогают женщинам бежать из Чечни и других республик Северного Кавказа, рассказывают, что каждый месяц получают десятки обращений с просьбами о помощи. Женщины жалуются на побои, угрозы убийством, попытки насильно выдать замуж, отобрать детей или вернуть в дом, где их систематически унижают и просто колотят. Правозащитницы поясняют, когда женщина остается внутри региона, у нее очень мало шансов на защиту. Полиция часто воспринимает такие истории как семейный конфликт, а не как преступление, и советуют примириться или послушать отца. Поэтому стратегия многих активистов – вывод. Сначала помочь женщине выбраться из Чечни, найти убежище в другом регионе или стране, а уже потом разбираться с документами и судебными процедурами. Одновременно под удар попадают и сами защитники. В свежих материалах описываются случаи, когда людей, помогающих женщинам бежать, задерживали, лишали работы, подвергали угрозам и преследованию. Фактически система дает сигнал: защищать честь семьи допустимо, защищать женщину рискованно. Следствие, суд и, как результат, безнаказанность. Данные по Северному Кавказу показывают, убийство, похищение, исчезновение женщин нередко остается без полноценного расследования. Если нет тела, нет шума и нет давления извне, дело может годами лежать без движения или вовсе не возбуждаться. Особенно если в конфликт вовлечены силовики или влиятельные родственники. Даже когда убийцу находят и судят, мотив чести редко рассматривают как отягчающий фактор. В разборе дела Даурбекова правозащитники показали, что суд прямо использовал обычаи чеченского народа как объяснение действий отца и повод смягчить наказание, вместо того, чтобы увидеть в этом дополнительную жестокость и давление этих традиций. На общероссийском фоне уровень оправдательных приговоров и так минимален, но дела о насилии со стороны силовиков или в чувствительных регионах еще сложнее довести до реального наказания. В Чечне к этому добавляется фактический контроль силовых структур над обществом, из-за чего свидетели боятся давать показания, а потерпевшие доводить дело до суда. В результате складывается парадокс. Формально статья за убийство строгая, но реальный риск для потенциального убийцы ниже, чем риск для женщины, которая попробует обратиться за помощью. Это и есть фундамент системной безнаказанности. Но что должно измениться? Если смотреть на феномен убийств чести как на систему, становится понятно: одними поправками к законам проблему не решить, потому что сами законы уже существуют. Меняться должны практики. От работы полиции и судов до позиций местных элит и религиозных лидеров. Правозащитники выделяют несколько ключевых шагов. Обязательный учет и расследование всех сообщений о семейном насилии и исчезновении женщин, независимо от позиции семьи. Защита заявительниц, безопасное жилье, смена места проживания, помощь с документами. Принципиальная позиция судов. Мотив чести рассматривать не как оправдание, а как проявление дискриминации и дополнительной жестокости.
Публичная работа с обществом, в том числе через религиозных деятелей, с ясным посылом. Убийство не традиция и не вера, а преступление. Пока же в Чечне и на Северном Кавказе система устроена так, что человеческая жизнь женщины часто оказывается менее значимой, чем репутация семьи и интересы силовиков. Каждый новый эпизод, даже если сначала существует только в виде слухов и неподтвержденных сообщений, становится частью большого вопроса: кто в реальности решает судьбу человека? Закон или те, кто прикрывается честью и обычаями?